Всем привет! Вы на канале Спросим у Таро, и сегодня мы с вами посмотрим, какие взаимоотношения сейчас у Ви и Чонгука. Посмотрим отдельно, как относится Чонгук к Тэхёну, как Тэхён к Чонгуку, как вообще в целом люди влияют на их взаимоотношения и что будет дальше. Итак, посмотрим, как Чонгук относится к Тэхёну. Чонгук считает Тэхёна членом своей семьи. Но, видимо, от того, что они раньше очень долго жили все вместе, до сих пор он ощущает, что Тэхён часть его жизни, часть его семьи. Хотя на данный момент ему одиноко, потому что самая первая карта, которая выпала, это отшельник. Луна показывает на то, что взаимоотношения сейчас тяжелые, они друг друга не понимают. Вот. И чтобы как-то это улучшить, нужно съездить, например, друг к другу. Вот. Но на данный момент, видимо, они этого не могут. Один куда-то свою энергию выплескивает, а второй зарабатывает деньги. Вот так карты показывают. И прямо вот сейчас, прямо вот на сегодняшний день, а сегодня у нас 25 апреля, тяжело у них у обоих на душе, потому что десятка мечей прямо разрыв показывает. Они на данный момент не общаются. Прямо вот сейчас нет. Так. Давайте-ка еще раз, как Чонгук к Тэхёну относится. Скучает ли, не хватает ему его. Сейчас выясним. Ну, опять выпадает карта, которая указывает, что между ними сейчас пропасть. Опять же, десятка пентаклей показывает, что Тэхён для Чонгука член семьи, но взаимоотношения сейчас прерваны, потому что здесь у нас есть башня, которая показывает, что было какой-то разрыв. Смотрим на семерку жезлов. Вообще это карта обиды, предательства, измены какой-то. И вот из-за вот этой карты, из-за того, что какая-то обида присутствует, может быть, измена какая-то, предательство со стороны Тэхёна или со стороны Чонгука. Но в итоге это привело к тому, что между ними сейчас расстояние, башня, видите, отношения разорваны. Но вообще здесь выпадает солнце. Тэхён для Чонгука как яркое солнце. Он смешливый, веселый. Вот, несмотря на то, что внутри достаточно грустный человек. И отгораживается от всех. И Чонгук это прекрасно знает. Но в его жизни, в жизни Чонгука, Тэхён как солнышко. Опять же, взаимоотношения сейчас тяжелые, Луна показывает. Пятерка жезлов о ссоре говорит. И звезда указывает на то, что далеко они друг от друга на данный момент. Нет связи. Так, давайте-ка посмотрим, как Тэхён к Чонгуку относится. Как Тэхён к Чонгуку относится? Вот, пожалуйста, опять отшельник. И Тэхёну тоже одиноко без Чонгука. Сейчас расскажу подробнее. Кто первый пойдет мириться, как вы думаете? Тэхён пойдет первый мириться, потому что он уже обдумывает, как бы начать заново общение. Он достаточно умный и уверен, что придумает как. Чонгук просто ведет себя в отношениях с Тэхёном, как вот видите, император. Вот. Очень требователен,
И его слово должно быть последним. Поэтому мириться должен идти Тэхён. Хоть, возможно, виноват и Чонгук. Потому что там выпадало разрыв из-за обиды какой-то. И, возможно, эту обиду Чонгук нанес. Да. Опять же, Тэхён понимает, что Чонгук ведет себя как ребенок. Видно по рыцарю жезлов. И через общих друзей и знакомых он кое-что узнает о Чонгуке, как он там, что с ним вообще происходит. Вот. Ну, оглядывается назад, видимо, вспоминает что-то. Сейчас посмотрим, что же он вспоминает. Так. Как Тэхён относится к Чонгуку? Ну, Тэхён знает, что у Чонгука сильный характер, хоть и ведет себя как ребенок, но дружить он с ним хочет. Думает, как бы съездить к нему или как-то пересечься с ним. Постоянно вот эти мысли в голове крутит. Или как-то через общих знакомых дать о себе знать. В общем, он придумывает план для того, чтобы помириться. На данный момент это идет так. Давайте-ка посмотрим, есть ли люди, которые влияют на их дружбу и мешают им общаться. Так. Если был человек, который влазил в их жизнь, то он добился того, что у них сейчас разрыв, и сейчас на данный момент он не лезет. Вот. И один к другому чувствует, что тот второй член его семьи, и второй к первому такие же отношения. То есть, они оба чувствуют, что они члены одной большой семьи. И они должны быть вместе. На данный момент тяжело это все воплотить в жизнь. Оба как-то отстранились друг от друга и находятся на расстоянии. Один ведет себя по-взрослому, а второй ведет себя как ребенок. Надул щечки и обижен, скажем так. Но тот, который повзрослее, как мы выяснили, это Тэхён, он найдет способ помириться. Ну и давайте-ка посмотрим, что их дальше ждет. Помирятся в ближайшее время. Давайте посмотрим ближайшие полгода. Будут ли они заново дружить, как раньше? Вот эта старая обида, она не дает им жить спокойно. Они друг к другу привязаны. И что бы ни происходило в их жизнях, вот эта связь, и даже можно назвать ее нездоровой связью, они жертвы друг друга из-за этой связи. Эта связь не даст им жить спокойно, они все равно будут общаться, потому что в итоге выходит солнышко. Вопрос в другом, насколько вот эта обида даст им спокойно жить. Тут нету такого, что они простили друг друга, но попробуют через это переступить. В ближайшие полгода они помирятся. На данный момент все очень-очень сложно между ними. К сожалению, один и второй пытаются сделать вид, что им безразлична жизнь другого, но нет на самом деле.
Во всяком случае, Тэхён положит новое начало отношениям. Так, маленький бонус. Будут ли между ними романтические отношения? Давайте ближайшие полгода посмотрим. Ну, скажем так, нет. Потому что старая обида не даст спокойно жить. Друг к другу пока они холодно относятся, хоть и будут пытаться помириться, но нет. Если кто-то ожидал ответа «да», извините, карты говорят «нет», а карты не врут. Спасибо большое за внимание, приходите на мой канал еще. И маленький по скрипту. Под этим видео напишите, пожалуйста, как можно больше вопросов, чтобы мы сделали большое видео с ответами на эти вопросы. Сделаем по BTS большое интересное видео. Все, до свидания.